Следующей точкой нашего путешествия был поселок Большое Голоусное. Мы поставили точку в навигаторе, и он показал нам два варианта пути. Первая через Иркутск, а вторая напрямую вдоль озера Байкал. Мы решили выбрать второй вариант. Посмотреть местные красоты, да и по расстоянию было на 160 километров короче. Но, как всегда, оказалось все не так просто. Пониженная скорость, крупный гравий, кривая дорога всех исправит. Я пройду любой тупик. Полноприводный внедорожник, полноприводный внедорожник, полноприводный внедорожник, как любой мужик. Может ехать по белой полосе, по канавам, по ухабам и вверх и вниз. Жизнь после смерти — главный приз. Я пройду любой тупик. Мы наконец-то выехали с Голоустинского тракта на асфальт в районе Малого Голоустного. 70 километров оффроуда, причем с каждый километр он все жестче и жестче. Но мы все-таки сделали это. Из потерь погнули порог. В принципе, попрыгав на нем, выправили. Вроде, более-менее. Так что нормально. Погнали дальше. Но эта дорога стоит того, чтобы по ней проехать. Там нас ждало много интересного. Ой, это мрамор. Холодный прям. Здесь, похоже, заброшенный мраморный карьер, что ли, какой-то, или что-то в этом роде. Ого! Ничего себе! Офигеть! Такие куски мрамора, вообще они прям, блин, как в метро. В натуре. Такие ровные, блин, как они так режут, так ровно. Здесь какая-то штука должна быть, которая режет эти плиты, чтобы они были идеально ровные. Бугульдейка. Мы в населенном пункте Бугульдейка. Тепло, хорошо, елочки, птички, бабочки. Там Байкал в конце. Как раз после поселка Бугульдейка заканчивается хорошая дорога, и мы полностью погружаемся в дикие сибирские красоты.
прошлым сердце кольнуло до боли. Гряну земли небо днев, грудь наполнилась вольной волей. Наполнил уста переспевшей пшеницей, набило душу, вынул в реке. В небо взлетел испуганной птицей, но крепко прикован к старушке земле. Нитью связаны одной с этим лесом и рекой, с этим лесом и рекой. Ой, да с матушкой землей гуляй, русская душа, даль раздольная. В поле ветер мне напел песню вольную, заблистал, растворился в реке. В небо взмыл полуношной звездою, держал месяц и солнце в руке. Врозь упал горько сладкой слезою. Пусть солнце яркое зайдет, развеет тьму немых высот. Душа останется навек, моя земля. Цепью скованы одной с этим лесом и рекой, с этим лесом и рекой. Ой, да с матушкой землей гуляй, русская душа, даль раздольная. В поле ветер мне напел песню вольную. Мы наконец-то выехали с Головутинского тракта на асфальт. Погнали дальше. Какой хороший, какой пригожий. Вот, лег. Вот так. Жарко, жарко бедному. Да, жалко тебе, жарко. Когда-то, более 630 лет назад, сюда, на эти берега, в эту прекрасную долину, пришли первые поселенцы, первые люди. Это был старик-бурят, его звали Сарьё. Он пришел со своими сыновьями. Сыновей звали это 4 бурятских рода, 4 дерева родовых. Сыновей звали Хэнсе, Бэда, Бусгай. Одновременно почти с ним пришел его садович, его звали Томры. И таким образом 4 бурятских улуса, это значит маленькие деревни, встали на этой стороне Байкала. Черпнул старик котелком воду, чтобы вскипятить водичку. И вдруг неожиданно для всех в котелке заплескался хорез. Как же так, несказанно удивился мудрый старик. Без труда его на рыбку с воды. И тогда он произнес свои знаменитые слова, сказанные им 630 лет назад, по сегодняшний день не потеряли, и, я думаю, никогда не потеряют своей актуальности. Он произнес «Энде хухувая туле, хативовая мяха». Здесь без ножа мясо, без топора дрова. «Мы останемся здесь жить», — сказал старик своим сородичам. Эту харизматичную женщину зовут Людмила Федоровна. Она хозяйка гостевого двора, где мы остановились, с интересным названием «У Михалыча». Людмила Федоровна рассказывала нам историю поселка Большое Глаусное, а также легенды и достопримечательности, которые нам стоит посетить. Рассказ этот длился 20 минут, поэтому мы не можем его поместить в фильм. Но ссылку на полную версию этого разговора вы можете увидеть внизу в описании к видео.
А это я рассказываю легенду этой горы, только я еще не знаю, что батарейка на микрофоне села. Легенда же звучит так. Когда боги шли и создавали землю, один из богов сел здесь отдохнуть, и камни под ним приобрели форму трона. То есть, по легендам, это место, к которому прикасался бог. Мы находимся в заповеднике, и здесь водятся разные, соответственно, птицы. Вот можно зачитать список птиц интересных. Белая трясогузка, горбоносый турпан, горная трясогузка, длинноносый крохаль. Мне такое ощущение, что вот этот день радио, вот это. Семья жидкохвостных павианов, 2 скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползень, редкая разновидность хорька, хорек-паникер, больше известный как хорек-вонючка, карликовый бангладешский овцеконь, среднеевропейский древесный хохотун. Так, идем, 1,5 километра пешочком до этого самого, до озера, до Сухого. Сухим озеро называется не просто так. Чаще всего там нет ни капли воды, но раз в 4 или в 5 лет вода чудесным образом появляется. По легенде, бог оперся сюда рукой, и озеро по форме напоминает ладонь. По факту же, озеро образовалось из-за землетрясения, которое было давным-давно. Если вы дошли до этой таблички, значит, вы идете правильно. В принципе, здесь одна дорога, заблудиться нельзя. Фух. Дошли? Вроде похоже на сухое озеро в горах. Сейчас это не озеро, получается, а поляна. Плетет мне косу тугую, солнце взойдет в огне. Дальше по тропинке есть первое интересное место. Тут, как и во многих других достопримечательностях, загадывают желание. Это немного необычная сосна. Ее зовут сосна-хозяйка. В дупло надо класть серебряные монетки и загадывать желание. Все, положил. С другой стороны озера есть еще одно место для загадывания желаний. Это женский камень. Честно не знала, сколько Здесь женщины могут загадывать желания насчет рождения детей. судьбы своей не узнала. Поздно ли, рано ли отыскать тропинку другую, чтобы с чужой земли возвратиться в землю родную. Мы пробирались дальше по тропинке к еще одному месту для загадывания желаний. Уже мужскому камню. Мне же тоже хотелось загадать желание. Судя по всему, вот это вот камень непосредственно. Вот этот мужской. Здесь и монетки есть, и ленточки повязаны. Все мы загадали желание. И мужики, и женщины. Вот. Будем надеяться. Сюда сложнее было добраться, поэтому желание должно намного быстрее исполниться, чем туда. И укроет волною. Даже этот ручей необычный. Считается, что там целебная вода. Вода вкусная. Чистая. Никогда не думал, что на природе где-то на природе, в лесу пить воду. Мы тоже решили набрать воды. Как сказала хозяйка постоялого двора, если добавлять этой воды немножко каждый день в чай, то сила Байкала будет с тобой очень долго. Купили булочки. Да заходи сюда. Купили булочки, и йогурты. Смотрите, какие. Я уже забыл, что так бывает. Что это можно так открывать пакеты. Только в детстве такое было. Что вот так вот и потом опа. О, и вот так можно пить. После того, как мы подкрепились, нас ждали водные процедуры. Если переправиться через реку рядом с поселком, то можно попасть в тополиную рощу с вековыми деревьями. Ворота в рощу. Это тополиная. Эта роща тоже необычная. Первое, что бросается в глаза, это удивительные формы, которые приняли деревья. Как будто какие-то мистические силы пытались их уничтожить.
Но деревья не сдаются и продолжают жить. Но не все деревья выстояли в этом бою. Как в американке прямой такой не забьешь. Да? Вот отсюда, например. Ну, если глаз хороший. Ну не войдет сюда. А это местный житель Сергей, который снова поразил нас своим сибирским гостеприимством. Мужик оказался просто мировой. Когда мы утром собирались на экскурсии, мы случайно его встретили в гостевом дворе, где мы остановились. И он пригласил нас вечерком к себе в гости. Мы выпили водочки за знакомство и под увлекательные разговоры пошли играть в бильярд. В русский бильярд я играть особо не умею, но в этот день мне почему-то везло. Как и прежде, даже если все будет в темноте кромешной. Пока еще жива надежда, все остается в силе, все будет как и прежде. Ну вот если это попадешь, я тебя зауважаю. Все понял? Нет. Так что уважение пока отменяется. Ходит время, и я стал больше понимать, в чем же тут дело. Все дело в том, что мы с каждым днем взрослее, стареем быстро, да и силы уже не те. Года мы тратим на убыль, идет счет лет. Мы в белых костюмах у рояля, ты на гитаре, я на баяне, в прямом эфире, на голубом экране. В этой роли себя слабо представляем мы. К моему удивлению, партия осталась за мной. Во время игры Сергей показал нам свой уголок с трофеями, а перед уходом еще подарил нам огромную книгу про Байкал. Нервку хотели посмотреть? У меня, правда, гости сломали нижнюю челюсть, а вот... Да. Нерпа была. Ну там нижней челюсти нет. Какой-то самый. Как у акулы. На этом и закончился наш удивительный день в поселке Большое Глаусное. Утром нас ждала экскурсия в пещеры и продолжение путешествий по Байкалу. Балалайка домра, соло из оркестра, мы лепим музыку с подручного.